Глубоко уважаемые коллеги, настало время следующего мотиватора. И тема его сегодня такая. Физика versus медицина. То есть физика против медицины. Или медицина против физики. Скорее, физика-то против медицины не очень много имеет претензий. Вот медицина иногда как-то возражает. Давайте рассмотрим и в историческом, и в современном понимании вот эту причины и результаты, что ли, этой борьбы. Значит, и первое, что, на чем хочется акцентироваться, это вот на неком коллеге. И, кстати, вот задавал вопрос на опознание, ну, только однажды у меня студенты узнали его в лицо. Ну, и он вот сделал такое безапелляционное достаточно заявление: All Science is either Physics or STEM collecting. То есть в вольном переводе все науки делятся на физику и коллекционирование почтовых марок. То есть кто же это такой, во-первых, что такие себе высказывания позволять? Значит, это никто иной, как лауреат Нобелевской премии 1908 года по химии. Просто по физике тогда не было еще премии, Эрнест Резерфорд. Значит, и что? Ну, на самом деле, как-то много обид вызывают представители разных наук. У нас же много, в том числе и медицина все состоит из множества наук. Кардиология, рентгенология, оториноларингология. То есть вот это слово логос, суффикс, он означает нечто научное, да, научность подхода к этому. А тут как бы все перечеркнуто, и Эрнест Резерфорд сказал, что вот вроде кроме физики других наук-то не существует. На самом деле это коллега имел нечто глубоко философское под этим выражением. Он имел в виду, что к любой науке, к кардиологии можно относиться подобно тому, как физики относятся к своей. То есть погружаться на невероятную глубину, исследовать детали, причины очень глубокие процессов, да, и из них приходить к каким-то сложным заключениям. Либо просто коллекционировать факты, наблюдения, не знаю, чьи-то высказывания, мнения и так далее. Просто их коллекционировать, накапливать, называть вот это все накопленные факты клиническим опытом, и вот как бы им пользоваться и говорить: вот у меня вот такая наука в виде накопления фактов. Тоже вариант. Ну, никто вам не запрещает в той же кардиологии, рентгенологии или каких-то еще науках там погружаться туда, в механизмы патогенеза, и, в общем-то, подобно физике себя вести. Вот о чем, как бы, пожалуй, вот это вот глубоко философское, хотя это физик сказал, но тем не менее выражение глубоко философское. Все науки делятся на физику и коллекционирование почтовых марок. Я уж не буду, вам еще раз покажу, да, в полном формате. Значит, вот первый, да, мотивационный момент. Ну, давайте рассмотрим некие этапы этой борьбы. И тут на первом шаге я предлагаю студентам, значит, заняться переводом. Значит, и перевести вот английского языка вот такое слово физик. Ну, вы мне сразу из зала там физик, там физика, физик, там, ну и так далее. Я говорю: коллеги, вы же как бы язык-то и оценку имеете, изучаете, вы знаете, что физика, да, вот буквой такой, вот корректно нарисовать, буквой S, да, обозначается. То есть физик, да, в конце. Значит, немножко некорректно рисую, да. Так, опа, вот так. Физик будет в конце в современном. Ну, давайте посмотрим, тем не менее, это все взято из словаря. Давайте посмотрим, что там получается. Существительное устаревшее. Существительное устаревшее. Искусство врачевания и медицины. Врачеватели, лекари. Разговорное лекарство. Причем очень часто, вот, это немножко комично, да, что именно с акцентом на слабительное лекарство почему-то вот встречается в разговорной, именно в разговорном каком-то или литературном, что ли, языке. Опять же, устаревшее, вот это вот обозначает устаревшее. Физика и сознание. То есть, смотрите, в устаревшем неком понимании физика равна в искусстве врачевания обозначалась неким словом физик, да, без буквы «с» в устаревшем понимании.
Значит, ну, как-то неубедительно все, устаревшее, ну, устарело, мы же в современном мире живем, что нам, да? Поэтому я для перевода предлагаю следующий термин – physician. И напоминаю, что он, вот этот суффикс «иан» в английском означает человека, занимающегося неким видом деятельности. Ну, тут из зала руки там. Ну, не лез, но так, особо активные. Значит, студенты, значит, физик там тоже, ну, занимающийся физикой, естественно, раз он физик. Но вот это уже, извините, современный как бы английский язык и переводится вот так. Существительное врач, доктор, медик, терапевт. Чаще врач терапевт, потому что хирург, он отдельно, он все-таки не врач, он surgeon, да. Вот все-таки врач несколько приводится к терапевтическому, а хирург это некий особый вид врача, называется он surgeon. Так же, как стоматолог это дентист, да. Значит, ну и в неком понимании исцелитель-целитель, да. Есть такой неплохой фильм по 2013 года, так и называется «The Physician». В русском переводе звучит как целитель, ученик Авиценны, так для красоты еще, тоже рекомендую еще раз посмотреть, кто смотрел, кто не смотрел. Очень интересный, историческо-детективный такой фильм. Значит, то есть вот такое, да, то есть вот это вот, то есть врач-то на самом деле не доктор, доктор это айболит, вернее как, доктор, есть слово доктор на английском, да, но это опять же разговорное, и это про доктора Айболита, когда в сказках, или в каких-то разговорных там штуках врача можно назначить доктором. В профессиональной медицинской литературе врач от терапевтического направления обозначается как physician, врач хирургического, конечно, как surgeon, врач там, стоматологического, как dentist. Вот как бы и вся терминология, да. То есть это уже не устаревшее, это вполне себе существительное себе. Да? Тоже некая мотивация. Значит, что? Давайте в историческом разрезе еще раз, в устаревшее вернемся, да, еще раз. Ну, полезно иногда вернуться, мы любим в историю обращаться. Медицинское образование в России. Ну, и какие-то такие некоторые факты. Главным событием научной жизни России стало, значит, извините, сейчас я переключусь. Стало открытие Петербургской академии наук основной высшей школы страны. Значит, 28 января 1724 года император Петр I подписал указ об открытии Петербургской академии наук. А Академия наук из двух частей состояла, как из научной части, так вот и из учебной. То есть Академия наук это не академия, как сейчас понимается, научное учреждение, а именно вот большая его часть это как высшее учебное заведение. Значит, ну и что вот мы про эту самую Академию наук и про те далекие тяжелые времена можем сказать с точки зрения именно медицинского образования. Обучение в этой академии проходило, значит, по трем направлениям: гуманитарному, физическому, я подчеркиваю, и математическому. Да? Да, заметьте. То есть, ну вот характерно, значит, гуманитарное, физическое, математическое. Всего три направления обучения. Значит, что еще? Медицина, она же как бы как синонимом анатомии, медицина тогда, ну как бы синонимически обозначалась как анатомия, включалась в состав именно вот этого физического направления вместе с ботаникой, химией, теоретической экспериментальной физикой. То есть вот этот блок физических наук включалась и медицина, ну или она синонимически тогда обозначалась как анатомия. Значит, что еще, извиняюсь? Значит, и вот еще один факт из тех же времен, из 18 века. Тогда должность существовала там не министр здравоохранения какой-то там области или края, да, а вот, вернее, на городском уровне, да. Значит, существовала должность штат физика. В Российской империи это должность руководителя городской медицинской службы санитарно, заметьте, полицейскими функциями. То есть вот то, что Роспотребнадзор, вот как сам, то есть в то же время и лечебные, и надзорные функции должность это включала, и свое название, как видите, включало, значит, вот слово физик, да? То есть штат именно физик. Вот он и переводился как физик, да? Начальник, по сути, всех медицинской службы на уровне некого города Российской империи. Ну, тоже не знаю, кого это на что впечатляет. Давно было. Времена темные, люди неграмотные, да, не понимали, какую-то физику пытались изучать. Зачем, спрашиваете, да?
То ли дело мы сейчас передовики. Ух, мы там покажем в этой борьбе. Мы-то больше, они просто, видимо, не могли, это я что-то расфилософствовался, да, ну, не понимали они, как просто в медицине победить физику. Взял и победил, и отказался ее изучать, да. Как, опять же, некий анекдотический, да, немножко, может, анекдот, да, рассказать. Просто не учи физику в школе, и твоя жизнь будет полна чудес и волшебства, да. Ну, ладно, это я тоже что-то в гуманитарное раздел ударился. Давайте еще посмотрим, еще, значит, посмотрим про эту борьбу немножко фактов. Значит, давайте же теперь сопоставим, что же есть медицина с точки зрения физики. Значит, ну, медицина вообще это что такое? Это совокупность неких, ну, вообще двух частей, да, диагностики и лечения. Но дополнительно мы к ней как бы добавляем профилактику, потому что это некая такая особая отрасль, объединяющая диагностику и лечение. А вообще в основе стоит все-таки это четкое разделение. Это диагностика и вытекающее на ее основании лечение. Еще раз говорю, и некая фоном, ну не фоном, а такая важная тоже отрасль, но она такая смесь диагностики и лечения, и неких мер превентивных, профилактик. Ну, это сложное как бы направление. Мы все-таки для простоты поделим на диагностику и лечение, да, медицину. Значит, что же с точки зрения физики та и другая? И вот это, кстати, вещь именно практически прям надо запомнить, отложить себе и понимать, потому что с этим бороться не нужно, да, коллеги? Значит, вот физика. Что есть диагностика с точки зрения медицины? А ничего, кроме измерения физических величин. Ничего больше. Ну, разве что, вот еще раз, я еще же один не отметил отрасль, я сказал, что физician это терапевт или врач вообще, как бы, да, surgeon это некая специализация на хирургии, dentist специализация на стоматологии. Есть еще одна область медицины, которая как бы вот не совсем под физику попадает в неких своих частях, хотя она пользуется и стандартной медицинской манипуляцией, это psychiatrist, да, это психиатр. Он все-таки какие-то величины измеряет не физические, да, какие-то происходящие процессы психолого-психиатрические такие, которые нельзя назвать физическими величинами, да, но это вот, пожалуй, единственное исключение. Значит, и что такое их лечение? Это дозированное воздействие, значит, дозированное воздействие физических факторов. Физическими факторами дозированное физических факторов тоже не что иное. Таблетка это такой же физический фактор, если вы мне начнете как бы там возражать по поводу там фармакологии. Это тоже некий процесс растворения, молекулярного взаимодействия, там, электрических зарядов, и все это то же самое взаимодействие. Но что важно в лечении, что это не просто воздействие случая, это дозировано вот это. То есть вот, коллеги, пожалуйста, отложите, у вас, я замечаю все время, вот до последнего курса, не понимаете, что есть диагностика и это измерение. И есть лечение, и это дозированное воздействие. Пожалуйста, конечно, дальше вы там их интегрируете между собой на основании измерений, выбираете дозу, да, и так далее. То есть они, конечно, взаимодействуют, как здесь взаимодействуют, так и здесь взаимодействуют. То есть никто это не противоречит, но еще раз, диагностика – это измерение, лечение, дозированное воздействие. И нет ничего другого. Ну, профилактика – это некая комбинация уже сложная, мы ее здесь чуть-чуть отставили в сторону. Значит, и что у нас остается? Ну и в итоге, можно, я сейчас вот и спрячусь за сцену, да, все-таки в итоге я хочу вот такую сложную математическую формулу вывести. Из всего сказанного в мотиваторе, медицина это и есть физика. Физика это и есть медицина. Понимаете, и все об этом говорит и многолетняя история, в том числе и России наша, да и всего мира-то, да? И какие-то факты, и, в общем, все только об этом и говорит. Не нужно себе множить сущности, да, как говорят философы. Это на самом деле очень просто. И находить какую-то медицину без физики какую-то придумывать не нужно, коллеги. Вот как бы вот такая у меня на сегодня мотивация вам. И я, пожалуй, осталось мне поблагодарить вас за концентрацию внимания на коротком этом мотиваторе. И немножко задуматься и как бы перестать участвовать в этой борьбе на стороне медицины, а как-то приравнять этот, ну, как бы понять этот знак равенства.